Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, я вас рада приветствовать на своем творческом канале. Не знаю, как вы, а я очень люблю сладкое. Поэтому сегодня на повестке дня у нас опять бантики, конфетки. А такими конфетками можно украсить и ободок, и резиночку для наших маленьких модниц. Давайте сделаем такие конфетки из репсовой ленты 12 мм. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Я вам сегодня подробно расскажу, как сделать такую красоту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, для наших очаровательных бантиков сегодня нам понадобятся репсовые ленты. Для основных лепесточков, с которых будем делать конфеты, нам понадобится репсовая лента шириной 15 мм, длиной 7,5 см. А вот таких вот лепесточков нужно будет изготовить 6 штук. Обертка нашей конфетки, лента с принтом репсовая шириной 2,5 сантиметра. Возьмем отрезочек 7 сантиметров длиной, вот в виде такой трапеции вырезанной. Мы отрезок отрезаем, складываем и делаем у него скошенный край. Таких отрезков нам понадобится тоже 6 штучек. Кроме этого, основа для конфетки фетровый овал, сделанный из прямоугольника со стороной 2,5 сантиметра и 4,5 сантиметра. Зажигалка, ножницы, пинцет, линейка, термоклей, бесшовная резиночка нам понадобится, небольшая репсовая ленточка 6 мм, чтобы закрепить резинку на основе, и для украшения конфетки такая атласная лента, тоже 6 мм шириной. Итак, для начала покажу, как сделать основной лепесточек. Отрезок репсовой ленты шириной 15 мм, длиной 7,5 см мы берем и складываем вдоль ширины пополам, потом еще раз пополам посерединке. Держим боком так, чтобы место сгиба было с левой стороны. Зажимаем пинцетом верхний правый уголочек и оплавляем зажигалкой. Теперь расправляем лапки нашего отрезка и немножко заводим один за другой таким вот образом. Оплавляем, закрепляя, фиксируя в таком состоянии наш лепесточек. И теперь складываем ровно посерединке. И скрепляем в таком состоянии еще разок. Помогаем себе пинцетом, чтобы не обжечь пальчики. Вот такой вот объемный лепесточек получается. И далее вот это вот ненужный уголок мы тоже срежем. Воспользуюсь пинцетом тоже. Срезаю вот этот краешек, придерживая пинцетом, обязательно прохожусь зажигалкой и получаю такой вот лепесточек. Еще раз покажу. Складываю наш отрезочек вдоль длины отрезка пополам, потом складываю еще раз пополам, держу боком местом сгиба слева от себя, захватываю пинцетом уголочек верхний правый, немного оплавляю, держу к себе лицом, завожу правую лапку немного сверху, склеиваю огнем зажигалки немного, ровно пополам нахожу серединку, да, воображаемую, складываю пополам, оплавляю и срезаю вот этот вот ненужный нам уголочек.
6 лепесточков готовы. И займемся фантиком, продолжением конфетки. Для этого я сделала вот такой вот в виде трапеции лепесток. Основание у него у отрезка 7 сантиметров. Таких штучек нам нужно 6, поэтому, когда вы один лепесток уже измерили, то можем поступить таким вот образом. И отмерить столько, сколько нам требуется. Обработаем края зажигалкой. Берем основанием широким к себе, изнанкой к себе, частью лицевой с принтом от себя. Да? Найдем серединку нашего отрезочка и складываем края к середине. Образуется самолетик. Этот лепесточек я взяла у Лериты. Те, кто занимаются лепестками канзаши, они, конечно же, знакомы с этой мастерицей прекрасной. Вот такой остроконечный лепесточек интересный у нас получился. И теперь мы несколько миллиметров срезаем острие нашего самолетика и приплавляем огнем зажигалки. Потом будем вставлять эти лепесточки друг в дружку, как матрешку. Одна часть конфетки у нас готова. Займемся второй. Здесь самую верхнюю часть, вершинку, мы вот эти два ушка совмещаем друг с другом и тоже поплавляем и склеиваем. Вот у нас будет серединка конфетки, и затем вот у нас здесь есть такой кармашек, в который мы капельку клея сейчас поместим и вложим туда вот эту вот часть со склеенной вершинкой. Эту часть вложим в свою очередь в следующую. Вот у нас такой фантик от конфетки получается с одной и с другой стороны. И займемся основной частью. Берем 3 лепесточка и находим вот этот вот край не остренький, да, а вот такой более там, где сгиб, в общем. И склеим на боковую поверхность, наносим капельку клея и склеим 3 лепесточка носиками друг к дружке. Аккуратно. Одна половинка конфетки у нас готова. И что мы делаем? Берем 2 лепесточка, тоже присоединяем друг к дружке их. Боковые части склеиваем. И как бы между вот этими частями мы так вот поместим тоже на клей. Видите, они очень хорошо друг к дружке попадают. Пока так сделаем. Закрепим. Они очень хорошо встраиваются друг в друга, поэтому вы уже сами увидите, как совместить их. Получилось что-то наподобие серединки конфетки. И 3-й лепесток подклеиваю, недостающий, да, уже готовой конструкции. Вот такая вот конфетка у меня получилась. И подклеим к ней наши оборочки конфетные с одной и с другой стороны. Конфетка наша почти собрана, и теперь можно заняться основанием. Для этого я, как уже говорила, взяла прямоугольник, скруглила у него острые краешки, и получился такой овал основания нашей конфетки. Заранее вклею туда резиночку
Для этого мы сложим овал пополам и сделаем 2 надреза. Нанесем каплю клея и подклеим, приклеим резинку. Возьмем небольшой кусочек репсовой белой ленточки и закрепим нашу резиночку. Можно нашу конфетку немножко вот так собрать, сделать более кругленькой. Таким вот образом. Наношу клей сначала на одну часть, на один край конфетки. И на вторую часть. И мне захотелось украсить краешки конфетки такой розовой ленточкой атласной. Завяжу крошечный бантик с одной и с другой стороны. Зафиксирую на капельку клея. Ну вот, друзья, надеюсь, у вас получились такие же конфетки, как у меня. Если не сразу получается, не расстраивайтесь. Конфетки можно сочинять неимоверно большое количество раз в разных цветовых комбинациях. У меня вот получилось несколько вариантов таких конфеток, более яркие, но все очень классные, очень милые. Везде я использовала именно атласные бантики, вот эти маленькие крошечные из атласных лент, потому что они более гибкие, более тоненькие, да, и можно сделать микроскопический миниатюрный бантик. Можно сделать из репсовой ленты. Можно и без бантика вовсе. Можно украсить каким-то декоративным элементом, бусинкой и так далее. Это уже ваши фантазии, да. Можно взять какие-то кружевные элементы, цветочки и украсить конфетки наши.
Можно сделать это на заколочках. В общем, не бойтесь экспериментировать, друзья. И все у вас получится. Главное – это получать от творчества удовольствие, вдохновение, чего вам всем и желаю. Если вам понравились мои конфетки, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить, общаться, делиться творчеством. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.